Всем привет! Настало время знака весов. Знак весов соотносится со стихией воздуха. А по китайской системе сентябрь-октябрь – это стихия металла, то есть достаточно жесткая такая. Имеем режущий поток воздуха, то есть воздух, который в состоянии разрезать что-то, разделять и категорично отсекать. Воздух сам по себе стихия достаточно своенравная, то есть управлять ей не очень легко. Это стихия вероятностей, находясь в которой можно видеть множество вариантов одного и того же события. Это дает подвижность сознанию и телу. Однако без достаточных навыков сконцентрироваться на нужном варианте бывает достаточно тяжело. Безусловно, мы тут говорим про чистые проявления стихии знака, да? То есть люди, рожденные в сентябре, имеют примесь Земли, что дает им большую стабильность, а люди, рожденные ближе к концу октября, примесь огня. Да? То есть люди, помимо своей резкости и подвижности, они получают еще и взрывной характер, и им достаточно тяжело сохранять направление движения. Что касается задач, которые стоят перед душой, которая воплощается в знак весов, то это умение принятия решений, конечно же. То есть весы, они как рыбы, они достаточно равновесная система, по крайней мере, система, которая стремится к равновесию, да? И при любом принятии любого решения, при поступлении любой информации извне, весы стремятся сбалансироваться. То есть учесть все возможности, прям все, которые им доступны, и выбрать самую гармоничную, самую-самую. При принятии информации то же самое, то есть они стараются выбрать ту информацию, принять ту информацию, которая что-либо в них балансирует, то есть полезную для них. Все остальное за борт сразу. То есть стихия металла дает, еще раз повторяю, хорошую такую категоричность. То есть рубить с плеча – это оно, да. Отсечь – это прямо весы очень это любят. Это необходимо для того, чтобы поддерживать, скажем так, порядок определенный в системе. Но сбалансированная система – это статичная система. То есть когда весы достигают своей цели и балансируют все свое окружение, да, все, чего они касаются, то они получают хорошую, красивую, сбалансированную систему. Но мы вышли на баланс, мы никуда не движемся. Нам хорошо, нам классно, но жизнь фактически остановилась. Поэтому для весов главная задача является научиться принимать решения, то есть выводить себя из состояния баланса и возвращаться обратно уже после того, как ситуация до конца отыграется. То есть у нас все у нас устраивает, все мы вышлифовали, все прям гармонично у нас, да, и прям перфекционизм такой, да, и на столе ручечки все по цвету выстроены. Но, то есть мы специально сами себя выталкиваем из этого состояния, выталкиваем из этого гармоничности, да, за борт, уже себя выталкиваем, потому что для того, чтобы получить новый опыт, для того, чтобы было движение, необходимо систему разбалансировать, хотя бы временно. Мы разбалансируем систему, выходим наружу, да, смотрим, что из этого разбалансированных систем, которые нас окружают, какая из этих систем служит нашей цели, которую мы для себя поставили. То есть нужно уметь ставить цели впереди, потому что сбалансированная система, еще раз, она никуда не движется. И если ты не поставишь цель впереди, то ты так никуда не попадешь. Из-за постоянной балансировки, опять же, появляется эта нерешительность. То есть это выглядит как нерешительность, а по факту это еще и нежелание выходить из зоны комфорта, да, которую ты очень долго себе создавал. Потому что, до баланса все довести – это все-таки определенная работа. Эта нерешительность, с ней тоже нужно уметь справляться. Не всегда гармоничный вариант кажется абсолютно ясным и понятным, безусловно. То есть требуется время на принятие решения, на принятие наиболее оптимального варианта. Но, тем не менее, самостоятельно разбалансируя систему, принимая решения ради поставленной цели, либо ради чего-либо еще, мы задаем как раз движение. Это можно сделать при помощи силы воли, если у вас достаточно Земли. Весы постоянно оценивают окружающую действительность. Это необходимо, чтобы определиться с тем, чего не хватает для баланса. То
То есть вот это оценочное мышление, это, да, это свойство весов, это необходимо, да, для того, чтобы определить для себя части целого, которые можно взять из окружающей действительности и достроить вот то, что внутри тебя, до баланса. У них возможны проявления медиумичности и выходов из тела, то есть каких-то расслоений тонких тел, да, то есть, когда это при условии, что весы уже вышли на состояние баланса, то есть они поняли, что такое баланс, вот, и внутри себя все уже сбалансировали. В таком случае сбалансированное левое и правое полушарие дает медиумичность, то есть возможности выхода из тела. Это может быть и во сне, это может быть при каком-то стрессе, это может быть еще каким-то образом. Также еще раз напоминаю, что если стихия Земля дает устойчивость некоторую, да, то стихия огня, она, наоборот, эту устойчивость убирает окончательно, да. То есть люди, которые рождены ближе к концу октября, они уже, скажем так, это крайняя степень, да, то есть здесь мы говорим как раз про нестабильные психологические состояния, да, то есть когда человек уже, ему трудно рулить, ему трудно вот этим бешеным потоком рулить, а еще труднее что-либо балансировать в этом потоке, потому что события происходят настолько быстро, настолько резко, что человек успевает только рефлекторно каким-то образом реагировать. Вот. В принципе, воздушным знаком при сложностях психоэмоциональных и чрезмерной разбросанности сознания можно порекомендовать контакт с землей, с камнями. То есть физическую работу на огороде в том числе, хоть это и не очень характерно для воздуха занятия, да, я понимаю, но это укрепит вас и сделает вас более устойчивым, то есть более заземленным и уберет излишний огонь из вас, излишнюю вот эту вот бешеность некоторую, да, это не поможет вам выходить на баланс, тем не менее, то есть это не решит ваши задачи, но, тем не менее, вы сможете себя чувствовать более устойчиво. А вот с балансировкой вам придется иметь дело все-таки на воздушных энергиях, то есть вот на вот этой бешеной скорости вам необходимо каким-то образом балансировать. Этому знаку практику усиления воздуха я давать не буду. Задача знака — научиться управлять тем, что есть. Еще больше ускоряться здесь, я думаю, не стоит. Вот. А практики по набору стихии Земли смотрите видео про Дев. Вот. В целом, весы должны научиться за свою жизнь чувствовать законы, по которым живет мир. Законов очень много в этом мире. То есть это и законы людей, и законы богов, и законы тонкого мира, законы физического мира, законы, которые у вас на работе есть, законы, которые у вас в семье есть, законы у вас, которые материнская семья дает, да, род дает, еще чего-то. То есть законов огромное количество. Вот. И вам необходимо научиться балансировать между этими законами так, чтобы движение не останавливалось, не прекращалось. То есть одни системы требуют, у одних систем законы что-то запрещают, вы должны выбрать систему, в которую вы включитесь, в которой это же будет разрешаться, допустим, да. То есть если вы чувствуете, что где-то что-то блокируется, вы должны выбрать, допустим, работу или круг общения или еще что-то, какую-то систему внешнюю, в которой это же будет разрешаться для балансировки, и так далее. Вообще, самый наиболее хорошо описывающий знак, символ является образ богини Фемиды, то есть богини правосудия Фемиды. Соответственно, главный принцип какой? Отсечь лишнее, добавить недостающее. Для этого и необходима жесткость, да, необходима широта взглядов, а главное, необходимо глубокое понимание принципов баланса. Если вам понравилась информация, жмакайте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и до новых встреч, пока-пока.